сейчас находимся в части Бенидорма, район Поньенте, да, красивая, бесконечная набережная, чистый песок. Именно здесь сосредоточены все топовые продукты, топовые проекты новостроя, да, которые, собственно, и поднимают уровень этого места. Вот, это более европейская часть города, и сейчас уже во многом русскоговорящая, украинцев здесь очень много. А за моей спиной и за нашей спиной это часть Леванте, которая полностью британская, и вот там как раз каждое второе здание это отель, либо огромные высотки, которые полностью сдаются под туристическую аренду, и зимой, например, они просто полностью заколочены, да, то есть ты видишь дом, который под ролетами, потому что летом его сдают в аренду в высокий сезон, и там даже в убитых квартирах очень хороший ценник, то есть мы смотрели когда-то в такой бабушкинской квартирке на Леванте, на улице Монте-Карло, значит, квартира в состоянии, как будто там жила бабушка очень долго, сдавалась на букинге в августе за 145 евро за ночь, да, в сутки, поэтому это действительно очень привлекательное место для аренды в любом формате, потому что и долгосрочная аренда здесь работает хорошо, и туристическая аренда здесь работает хорошо. Многие напишут сейчас в комментариях 100%, что какая аренда в Испании, там окупасы. Каждый второй окупас. Сейчас у меня все отберут, заберут, и вообще у меня ничего не останется. Ну, скажем так, да, действительно, есть нюанс в испанском законодательстве, да, закон будет на стороне арендатора, если он заехал, и не дай бог у него закончились деньги, или он решил, что у него закончились деньги, то как будто с этим ничего нельзя сделать, это вот такой вот ужас. Скажем, есть, конечно, негативный сценарий, когда действительно дело пойдет в суд, и вы будете выселять и так далее, но сейчас все арендодатели работают через страховую. Страховая компания заключает страховку, проверяет профиль клиента, он должен показать достаточное количество средств, да, достаточный заработок, контракт на работу. Если, например, его информации, да, его денег недостаточно, он может взять авалисту, поручителя, который также предоставляет свои документы. Страховая согласовывает его портфель, его профиль и, соответственно, заключает договор. И таким образом гарантирует арендодателю, что он будет получать свои деньги, даже если вот этот вот неблагополучный арендатор, да, вдруг перестанет платить. То есть хозяин в этом случае полностью защищен. Ну и также пытаются еще делать разные типы контрактов. Да. Есть юридическая форма контракта долгосрочной аренды на год, которая сама форма предполагает, что это он имеет возможность автоматического продления на 5 лет, если обе стороны не расторгли его. Но пытаются как бы это обойти и сдать на 11 месяцев, потому что как будто это туристическая, да, форма контракта, и тогда как будто мы не попадаем в эту ловушку, что на 5 лет мы лишаемся своего жилья, а вдруг не захочет. То есть туристическая форма контракта, она не боится окупасов, и там легче выселить людей, правильно? Да, но смотрите, как бы с одной стороны, да, у вас закончился контракт, вы должны съехать. Вот у нас на 11 месяцев он был, он не продлился автоматически на 5, будьте добры, пожалуйста, покиньте помещение. С другой стороны, как будто бы, если человек вот прям вот в наглую захочет, то куда он денется, да, вам в любом случае придется идти на какие-то переговоры, суды там и как-то его выселять. Но по факту мне кажется, что не так страшен черт, как его малюют. Потому что окупасы, вот те, которые вторгаются прям в чужое жилье, да, оккупируют его, видя, что оно стоит закрытое, это либо какие-то банковские истории, да, либо это жилье в неблагополучных районах, где-то человек купил, уехал куда-то в Алжир, вернулся на родину, квартира стоит, там женщины в халатах по улице ходят, и туда как бы кто-то заехал, и кто-то там тусуется. Если мы говорим про нормальный комплекс, нормальное жилье, видеонаблюдение, сигнализацию, коммуникацию с соседями и так далее, то прям вот ворваться, взломать замки и попасть в ваше жилье, ну это уже просто статья. А кому не дать? Да, тем более есть всегда в нормальных комплексах видеонаблюдение как бы на входе, есть консьерж-сервис, есть в любом случае вы ставите сигнализацию, оплачиваете, да, единоразово эту камеру, оплачиваете там контракт ежемесячно, небольшую стоимость, и если к вам прям взламывают замки и попадают к вам в дом вот таким вот образом, на протяжении 48 часов полиция их выселяет, потому что это уже другая статья. Да, поэтому в нормальной недвижимости, если вы хорошо проверили своего клиента потенциального, если вас устроил его профиль, да, если вы увидели его контракт на работу, его там ежемесячное поступление и так далее, мне кажется, что это вполне себе приятная история, тем более, что
недвижимость дается хорошо, цены на недвижимость, на аренду очень выросли там, в 22-м, в начале 23-го года. Сейчас они немножечко подуспокоились, но все еще остаются достаточно высокими, поэтому, покупая недвижимость, вы можете на ней пассивно, регулярно зарабатывать, либо оплачивать этой же арендой, да, ипотеку, если вы покупаете в ипотеку. Спрос на аренду очень высокий, и здесь выбирает не клиент квартиру, а владелец квартиры выбирает себе арендатора. Я расскажу, как у нас. То есть у нас, конечно, проблема окупасов отсутствует, потому что именно законодательство Флориды предусматривает быстрый эвикшн. То есть если человек перестает оплачивать свой контракт недвижимости, у нас не существует никаких автоматических продлений договора. Как правило, договор заключается только на 1 год. И за 2 месяца до его окончания стороны решают, хотят ли они продлевать. То есть арендодатель сообщает, если он, допустим, хочет продать недвижимость, либо изменить цену, либо просто расторгнуть контракт и пользоваться там для других целей, он просто об этом уведомляет за 2 месяца до окончания договора. Что касается тенанта, мы так называем, арендаторов, да, они тоже не имеют права ни на какое продление, то есть если они просто платят, у них нет возможности остаться после того, как контракт истек. Если же они не платят, им необходимо сделать уведомление, которое ты подтверждаешь, как в кино, наверное, видели, когда агенты там стучат к тебе в дверь, там вручают, они там притворяются почтальонами, ты там открываешь дверь, тебе дают такую повесточку, это фоткают. То есть тебе дали повестку о том, что ты должен освободить объект недвижимости. Если человек этого не делает, ты обращаешься в суд, и 3 дня, то есть с решением суда, суд будет на стороне владельца недвижимости. У нас не социальное вообще государство, в принципе, тем более Флорида — это республиканский штат, это не демократический, то есть там защищаются интересы собственника. Поэтому в случае, если человек не оплачивает, он получает уведомление, если он не выехал или не оплатил, идет обращение в суд с повесткой, с решением суда, шериф выселяет просто спокойно за 3 дня после решения суда. Поэтому здесь в этом смысле у нас, конечно, во Флориде нету вот этих вот, если дом даже будет отдельно стоящий за пределами gated community, то, я не слышала даже случаев, чтобы были окупасы. А если кто-то не платит, да, такое иногда случается, там выселение идет спокойно. Но, скажем так, когда есть gated community и есть страховка, насколько я понимаю, что это... Я брала сегодня интервью с компанией, которая занимается именно краткосрочной арендой. Они меня заверили, что когда идет лицензия на краткосрочную аренду, то тогда недвижимость попадает под юрисдикцию отельного бизнеса, и поэтому если человек заехал в отель и не платит, его выселяют тоже как бы без всяких проблем. И да, и туристическая аренда, она здесь, конечно, очень привлекательна. То есть у нас нет осень, зима, лето, весна, у нас есть зима и лето, да, и лето это с мая, да, вот даже уже 2-я половина апреля уже начнется высокий сезон, Семана Санта, пасхальная неделя, да, и как бы потом уже запустится сезон и закончится он, дай бог, в октябре. Все это время, да, у нас как бы цена на аренду, понятно, плавает, то есть там май, июнь она будет пониже, июль, август она будет на пике, и в сентябре она снова сравнится там где-то, да, июнь-май. Поэтому очень интересно. Конечно, всегда туристическая аренда – это налоги, которые вы платите со своей прибыли, это всегда процент обслуживающей компании, потому что управляющей, да, потому что вряд ли вы будете сами стирать полотенца и там чинить ручки, если что-то случилось, поэтому надо считать математику, но в любом случае это очень интересно. 20% это и у вас, и у нас. Здесь компании, менеджмент, они держат одинаковую цену, мне даже кажется, по всему миру. Вот. Здесь у меня тоже есть недвижимость, которую я очень рада, что купили с моими клиентами из Америки, из Флориды. То есть, несмотря на то, что там мы живем в лете, во-первых, у нас флоридское лето, бывают дожди, бывает душно, и, конечно, хочется просто даже поменять обстановку. То есть я живу в 10 минутах от океана, но все равно хочу приехать в другое место с другим климатом. Здесь у вас очень мягкий, классный климат. Мне очень нравится, у меня перед моими квартирами пихтовая роща, это удивительно. И сочетание гор. У нас Вика выбрала для себя, скажу коротко, о чем мы говорим. Вика выбрала для себя Финистрат. Мы также продавали этот проект, и мои клиенты там покупали, и до сих пор этот застройщик предлагает. Это район рядом со старым городом Финистрата, новострой, да, Сьерра Картина, Балкон де Финистрат, с потрясающими видами на Бенидорм. Прекрасное место, поэтому если вы ищете недвижимость, то, пожалуйста, welcome. Будете обожаю, так же довольны, как я Виктория. Просыпаюсь утром, сейчас радуюсь очень сильно, поднимаюсь к себе на руфтоп, на крышу, поставила там джакузи,
Вот. И очень приятно там проводить время, очень мягкий климат. Несмотря на то, что у вас прохладнее, чем у нас, для меня это даже больше преимущество, потому что устаешь немножко от отсутствия сезонов. Иногда во Флориде сезоны, понимаешь, там, когда начинают вот лето, пальмы, начинают наряжать их, там, ставить Санта-Клауса. Да. Вот ты понимаешь, ой, декабрь пришел. Ну, у нас тоже Или там плюс-минус День так. благодарения, да. Летом, конечно, хочется выехать, хочется, ну, даже сейчас не лето, конец марта, но я приехала, мне здесь очень нравится. Нравится, что у вас тут можно еще, есть места, где можно ходить пешком, гулять, потому что в Америке этого очень сильно не хватает. Там постоянно ты находишься в автомобиле, там утром отвез детей в школу только на машине, либо на скулбас, поехать в магазин только на машине, то есть и постоянно как бы хочется смены обстановки. Но И- мне кажется, что в целом Испания, она учит именно вот этой вот размеренной жизни. Она учит самой жизни, да, не гнаться, не куда-то бежать. Испанцы, они там после японцев вторые по продолжительности жизни, 84 года. Ну, Средний тут срок. атмосфера такая в воздухе, хотя флоричане считаются тоже некими такими людьми немножечко замедленными, но, скажем так, скорее всего, этот замедленный образ жизни могут себе позволить только пенсионеры наши. А так достаточно пробки большие на дорогах, очень много людей постоянно куда-то едет. И, конечно, нашими покупателями недвижимости под аренду являются люди из Канады, потому что у них очень холодно, и они являются владельцами недвижимости на побережье, то есть они очень любят покупать квартиры, в которые они могут, как канадцы, приезжать без виз отдельных, живут с октября по апрель, как правило, а вторую половину года, к сожалению, в тех зданиях, где аренда запрещена, они просто простаивают эти квартиры, либо они пытаются, у них есть разрешение сдать один раз в году, там от 6 месяцев это очень повезет, и, конечно, в этом случае приходят на помощь новостройки, потому что девелоперы учли эту потребность, и сейчас, слава богу, в Майами и в больших городах появились вот эти самые кондо-отели, которые заранее согласовывают с Сити, с городом, с руководством возможность сдавать краткосрочную аренду. И, в принципе, такие здания уже есть. Либо идет аренда помесячная, либо краткосрочная. Раньше их вообще не было. Но небольшой, скажем, ну как небольшой минус в том, что вот этот налог на недвижимость, когда ты сдаешь в краткосрочную аренду или долгосрочную, не имеет значения, этот налог на тебе. И если ты покупаешь квартиру в кондо-отеле, как мы сказали, гораздо выше стоимость обслуживания. То есть они тебе говорят, ты можешь сдавать короткосрочную аренду, ну там $1000 в месяц, например, будет стоить тебе тогда обслуживание. И плюс твой налог на недвижимость 2%. А для тех, кто хочет избежать хотя бы maintenance, я всегда под Airbnb подбираю отдельно стоящие дома. И здесь мы сейчас с тобой можем перейти к теме цен на недвижимость, потому что отдельно стоящий дом есть в популярных локациях, кто хочет вот переехать именно в Майами, сдавать там в аренду. Этот дом должен быть за пределами gated community сам по себе. Тогда ты не платишь maintenance, ты платишь только управляющей компании. И ты платишь свой налог на недвижимость и страховку.